Блютик. Всем привет, всем здравствуйте, с вами снова Лау, и мы продолжаем играть в эту замечательную игру Laurelin. Не знаю, как вам, но мне она нравится. Пока не достигли, наконец, тяжелого льда. Да, я же должна считать, я уже и забыла. Но это не было поводом для праздника. Подождите, у меня есть вот эта штука. Лед был непредсказуем. Чувствую себя мамонтенком. Пусть мама приедет, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не должно быть на свете, что были потеряны дети. Это должно быть очень... О, еще и тебя тут не хватало. Страшно оказаться на льдине. Тут еще и медведь за тобой гонится. О, косяк какой-то. Надеюсь, они будут нам помогать, а не наоборот. Так, о, подожди. Ой, подождите! А что дальше? Может... О, нет, неправильно. Что-то не то. Черт, что-то не то. Может, просто подождать, пока она развалится? Подождем чуть-чуть. Арр! Надо было просто подождать, что ли? О, не, мы что-то явно не то делаем. Да что такое, не могу понять. Надо было медведя. Понятно, для дураков. Подсказка. Косяк, я надеюсь, этот косяк нам поможет. Ой, 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 ой. Давайте, давайте. Спасибо, косячок. О, медведь. Да, он же плавать умеет, как я могла забыть. Что ему
О, это вода. Если ты перехитришь белого медведя, не стоит расслабляться. Голодный медведь не сдается так легко. Толстого льда больше нет. We're very much aware of the climate change. And it's been for many years, even before climatologists were noticing this change, Inuit were already saying, Sila alangokto. Our climate is changing. If the heat is going the way it is right now, for us it's going to be pretty bad. Different birds are coming, and they're coming earlier, and sometimes rain is more than what we want, because when there's more rain, we know it's going to melt the permafrost. In my time as a young whaler, when I was 9 years old, we're hunting from ice that was about 25 feet thick. And there was giant icebergs already floating, coming by. That was the first signs of a changing climate. Ice that never broke before was now moving. Now, here it is 50 years later, we're hunting whale from ice that's 18 inches thick. There's no more thick ice. It's creating a malfunction in our whaling season, is what it is. And actually, more than that, all seasons in general. I think we are more scientists than more people will realize. We have more knowledge of those things than people will ever know. С 5 метров до 45 сантиметров. Всего-то за какие-то 50 лет. Это да, настораживает. Земля была странной. Опа. Все-таки она пошевелилась. Я думала, что не... что нет. Не пойдет наверх. Она очень необычно двигалась. Давай, 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 давай. Успеть бы! Надо не торопиться. Тихо, не падай, там что-то наверху. Ой, не там. Попробую. Девочка ее на ног. My brother was out seal hunting. He got attacked from behind and managed to grab his knife and save himself. When he came to realize, oh no, it's a mother. We've always known traditionally that we avoid killing a mother. It's always been sacred to us to protect them. He had to present himself to the council, and so he was given the job to mother the baby, and we kept it. It got so big, it went over the barricade one day,
and got to the dog food, and that was an indication that, brother better go teach it how to survive on its own. So he did. I really got attached to the bear because I more or less grew up with it. And some days when brother took him walking, once in a great while he'd put me on the bear and I would ride on it like a horse. I was just happiest little girl in the world. Прелесть какая. Да что вы творите-то? Фух. Парочка наткнулась на берлогу медведя, который не обрадовался незваным гостям. Так, и чё? Может, как-то, не знаю, что тут надо делать. Гадина. А я могу? Ау. А ну? Так и да. Смотрите, правильно. О, тихо, тихо, сорян. Как же ж я теперь туда... А как? Там же все сломано уже. Отлично. Им удалось убежать, но вскоре они узнали, что за земля была под ними на самом деле. Час от часу не легче. Девочка и писец упали в воду.
И были проглочены. Их затянуло внутрь. Ледяные пещеры под водой. Надо же! Как же они не утонули? Хотя в ясную погоду Кунуксаюка был хорошим охотником, в метель охотиться никак нельзя. Так, что там? Так, в какую нам сторону? Почему оно не работает? О. Жизнь и выживание. In, Arctic Alaska, hunting is a really important part of life. It's not just about going and shooting something, it's about going and putting food on the table. But more importantly, subsistence hunting isn't just about the insular family unit, it's about feeding the whole community. And I think that's one of the beautiful things about subsistence hunting in Alaska is that people go out and they'll go get, fish, or they'll get a caribou, and they'll get, seals and whales, and one of the first things they'll do is they'll say, oh, I need to take this to the elders. This isn't just about one individual surviving or one family surviving, it's about the whole community. We didn't just go out and kill and put in a freezer. It's like a ritual that I learned from my parents. It's all about relationship. I don't know. I think there's a lot of camaraderie involved. And just being out on the land or being out on the ocean, it's like getting back in tune. I'd rather be out there. To me, once I go out there, it's the world that I learn from. Как одна большая семья. А в этой стороне что интересно? Угу. Значит, мне не туда все. Точно ничего нет? Наверное, нет. Только не на меня, пожалуйста. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой!
Ладно, давайте посмотрим, что там внизу. Ага, вот мы здесь оказались. Давай. Так, а дальше вниз. Ну, иди. И... О, вот как оно. Ты куда? Мне надо, чтобы ты опустилась. Девочка же не допрыгнет. Ай. Ну и как? Да что ж ты падаешь? Ага. Все. А, хорошо, сейчас. Давай наверх. А, нет, 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 нет. А, черт, что такое? Давай, давай, давай. О, вот. Наконец-то получилось. Да, высоко карабкаться приходится. Где же ты? Ну, твою налево.
Только мелко, не спрыгивай оттуда, пожалуйста. Да что ж такое? Не получается долететь туда. Или мы и так запрыгнет он? Да нет, не запрыгнет. Ну вот, взял и сдох. Что здесь не то? Почему не получается, я не понимаю. Хорошо, еще раз давай. Почему вот эта вот зараза исчезает? Может, надо быстро? Да никак не одна, так другой. Как не другой, так одна. Да что ж такое? Наконец-то. Так, нет, надо, наверное, сначала... Не, вряд ли, да? А мало, если зацепится, она будет сидеть, да, на этой штуке? А, да, она сидит. Я думала, она сразу же оттуда свалится. У-ху! Ой, не, подожди, а внизу? Там что-то внизу может быть.
кажется, сейчас наколюсь, да? Ах. Ты чего? Вон оно что. Ух! Понятно. Готово! Молодцы! Только надо бы правильной стороной раскачиваться. А интересно... Да что ты спрыгаешь? Ну что ты... Зачем ты спрыгнул? Ну кто тебя просил? Да ну, она... Все живое. Now we spend all our time out in nature. You get very intimate with the world. And over time, if you're living that life, you start to sense that everything has a spirit. There's a consciousness in everything. Everything is alive. If everything is alive, then we want to respect it. And if we're going to use it, we want to use it respectfully. What I try to tell my nephews and nieces, you know, you love to hunt, you have to take care of the animals that you catch, preparing the food and eating the food that you catch. Water provides you. The ice brings you life. It provides all those things that you need to be a part of your life. That was something I grew up with. I grew up respecting the animals. I grew up respecting the land. And that, to me, that is why we as Inupiaq, as an Inupiaq culture, as an Inupiaq people, is why we're so successful. Ой. Куда плывем? Я так понимаю, возвращаться надо. Тут мы больше ничего не находим.
Я что, задохнулась или что? Или просто застряла? Просто застряла. Как раз что мне бесконечный вроде бы как воздух, да? Может, тут еще что есть на дне? Не. Или да? Не. Походу таки нет. Ну давайте тогда к свету. Солнышко нас манит. Так, тут мы не проплывем, да, из-за, наверное... Или нормально? Ну мы не можем... Тихо. Все ясно. Нам надо как-то этот водопад отключить. Так, я, наверное, могу тут разбить. Ой, может, и зря ты сделала? Мы сову не взяли. Девочка и писец вылетели. Мы сову не взяли. Наружу через дыхало кита, наверное. Их подбросило высоко в воздух. Как будто они падали прямо в небо. Девочку и писца выбросила на берег, рядом с прибрежной деревней. Блин, я не знала, что... ну я это не люблю, так когда не дают что-то взять после каких-то действий, потому что тебя в другую локацию переносят. Однажды он задумался, в чем причина такой погоды. Ночь. Big Diamond, Little Diamond, and King Island. And in those three islands,
are the stepping stones to get to America. So King Island is this absolutely beautiful place off the coast of Alaska. And if you can imagine being on this really kind of rocky island that kind of shoots up from the water to these cliffs, and then all of a sudden you see these stilts, and then you look up and there are these houses. They were built on the cliff up high because of the ice. Being an island in the Bering Sea, you have ice that's being pushed by the winds onto the island. So it's going to pile up 50, 60 feet high. Structures are still there today, and people have returned to King Island. It's a growing community as the people return back to their island. Это место было покинуто с давних времен. Против судьбы деревни девочки. Повторив судьбу деревни девочки. Да, но только тут все сожгли, здесь не похоже, что сожгли. Ой! Эх, если бы не... этот писец, девочка бы далеко не ушла. Уж точно. Тихо. А, ну ладно. Я поняла. Молодец, хороший какой! О, с самого начала. Ух. А тут опасно, однако. Без шлема ходить, без каски. Так, забраться по лестнице. Ой, не перепрыгни же. Северное сияние заряет деревню жутким свечением. Так, надо... Ну? В эту сторону толкать надо. То не могу понять, чего не толкается.
Тихо. Эть! Да что ж такое? Так, может... Сначала пусть писец заберется. Ну чё ты спрыгиваешь? Да не прыгайте вы, ну дубины! Сиди и не рыпайся оттуда. Твою мать! Наконец-то. Только даже не смей туда прыгать, понял, писец? О, кстати. А, нет, все нормально. Ура! Наконец-то мы это сделали. Северное сияние. А, вон мы пропустили. А, обидно. When I was young, my mom, whenever the Northern Lights came out, she just whistle. Boy, they come alive. Just keep whistling and that aurora will... Just like, you know, you can almost hear it. And then she explained to me a little bit later that those are children. And children who've passed away when they were children. You don't want to draw them in too much, you know, is what she said. Because then they could play football with your head. Play Eskimo football, and that's what they want to do. They're always playing, those children up there. Don't play out without your hood on. If you don't have your hood on, the aurora person is going to come down and chop your head off and play ball with your head. It wasn't like they were trying to do bad, you know, or it was like a scary story or anything like that. It was just, that's how it was, that's what it was. Ну что, я думаю, давайте на этом моменте мы
завершим серию и продолжим в следующий раз. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч. С вами была Лау.